течение многих веков женщины во всем мире управляли государствами, боролись за права своих народов, делали научные открытия, вдохновляли на подвиги и сами становились первооткрывателями. Имена некоторых нам широко известны, а других мы едва ли слышали, но это не делает их достижения менее ценными и не столь весомыми. Итак, небольшая подборка изобретений, за которые следует поблагодарить женщин. Желая помочь молодым родителям в уходе за детьми, американка Марион Донован придумала первые одноразовые подгузники. В 1946 году, используя водонепроницаемые занавески для ванной, она сшила чехол для пеленок, предохраняющий простыни в детской кроватке от намокания. Окончательная версия была сделана из парашютного нейлона и имела пластиковые кнопки в качестве застежек. В 1951 году Марион получила патент на свое изобретение, которое стало пользоваться популярностью. А вот попытки создать одноразовые впитывающие детские пеленки на бумажной основе не удались. Бумажные компании, к которым обратилась Марион, просто подняли ее на смех, заявив, что это непрактично и никому не нужно. В 1957 году дальнейшей разработкой памперсов занялся один из ведущих химиков компании Procter & Gamble Виктор Миллс. Сейчас без памперсов и представить невозможно жизнь молодых пап и мам. Изобретателем кевлара, первого в мире полимерного материала, который в 5 раз прочнее стали, признана Стефани Луиза Кволек, американский химик-изобретатель. Стефани не является ни военным, ни врачом, но ее открытие спасло тысячи жизней. Самое известное применение кевлара – это изготовление средств индивидуальной бронезащиты, бронежилетов и бронешлемов. Кевлар обладает удивительными свойствами. Он сохраняет прочность и эластичность при низких температурах и даже становится немного прочнее. Сегодня это удивительное волокно имеет более 200 полезных применений. Кевлар используется для армирования автомобильных шин, медных и волоконно-оптических кабелей, в протезно-ортопедической промышленности. В текстильной промышленности из кевлара изготавливают защитные перчатки и защитные вставки в одежду для сноубординга и мотоспорта. Также он используется в космических аппаратах, в судостроении, в строительстве мостов и даже в смартфонах. Бампера из этого материала обладают повышенной деструктивной способностью. Начиная с 1991 года кевларовые шлемы носят на голове все американские солдаты, а изобретательница включена в список великих женщин Америки. Автором корректора для опечаток является американка, мать-одиночка и секретарь-машинистка, печатающая с ошибками Бетти Грэхэм. Желая найти способ закрашивания машинописных опечаток, Бетти просто развела в бутылочке белую темперу и принесла вместе с кисточкой на работу. Она начала закрашивать опечатки, причем так успешно, что начальник ни разу этого не заметил. Так, в 1956 году был изобретен канцелярский штрих для корректировки опечаток. В этом же году прямо у себя дома Бетти Грэхэм основывает свою компанию «Жидкая бумага», превратив кухню в лабораторию и начинает совершенствовать свою жидкость прочь ошибки, смешивая обычным миксером новые компоненты. В 1968 компания «Жидкая бумага» уже открыла собственный завод. Грэм запатентовала изобретение и зарегистрировала торговую марку. К 1975 году в фирме трудятся 200 человек, и компания выходит на международный рынок. Темпы производства вырастают до 500 пузырьков в минуту. В 1980 году, после смерти Бетти Грэхэм, компания «Жидкая бумага» была продана корпорации «Жилет» за $47 миллионов. Имя этой женщины сейчас почти никому не известно. Тем не менее, каждый водитель ежедневно пользуется ее изобретением. Американка Мэйи Андерсон придумала стеклоочистители и запатентовала свою идею в 1903 году. Первые дворники были, конечно же, механическими и состояли из вращающейся рукоятки и резинового валика, зато они работали. На сегодняшний день даже невозможно представить себе, что когда-то дворников не было, а во время снегопада стекло автомобиля периодически приходилось очищать руками или ездить при сильном морозе с открытым окном. Сегодня, когда мы пользуемся мобильным телефоном или интернетом, даже и не знаем, что обязаны этим замечательной, удивительной женщине Хеди Ламар, не только красивой актрисе,
но и гениальной изобретательнице, которая на многие годы опередила свое время. Пребывая на пике карьеры, самая красивая женщина мира вместе с композитором Джорджем Антейлом в августе 1942 года получили патент на систему секретных сообщений. Соавторы безвозмездно подарили свой патент правительству США. Это изобретение легло в основу спутниковой системы глобального позиционирования военных сил США. Изобретение Хеди Ламар используется в современных сотовых телефонах, беспроводной широкополосной связи и телекоммуникациях, в том числе GPS, Wi-Fi и Bluetooth. Энн Мур работала медсестрой, и в 1960 году она была в составе Корпуса мира в Того. Там она увидела, как носят своих малышей африканские матери. Они приматывали их к телу кусками ткани, при этом освобождая себе руки. Малыши тем временем чувствовали близость с матерью, не плакали и чувствовали себя в безопасности. Когда у Энн родилась дочь, она на манер африканских мамочек попробовала делать то же самое, но оказалось не все так просто. Вскоре пришла идея сумки-рюкзака кенгуру, который работал просто идеально. Энн Мур запатентовала идею в 1969 году. Благодаря этому нехитрому изобретению дети по всему миру с самого раннего возраста ездят вместе с родителями на велосипедах, ходят в горы, путешествуют по миру и чувствуют себя в полной безопасности. Барабан стиральной машины изобрела тоже женщина, американка Эллен Эглуи. Патент на свое изобретение она продала в 1888 году всего за $18. Удивительно, почему так дешево была оценена технология, благодаря которой сегодня ведущие производители стиральных машин получают миллионы. Дело в том, что Эллен Эглуи была темнокожей, а на то время данный факт играл совсем не в пользу изобретательницы. Как бы там ни было, но именно этой девушке мы обязаны полезным помощником в ведении домашнего хозяйства. Мамой Барби, самой знаменитой куклы в истории человечества, является Рут Хендлер. Рут решила сделать для детей куклу, которая могла бы стать воплощением мечты о настоящей взрослой жизни. На тот момент в мире уже выпускалась кукла для взрослых Лили. Рут выкупила авторские права на Лили, и работа закипела. 3 марта 1959 года на рынке игрушек появилась кукла Барби, названная в честь дочери Рут Хендлер Барбары. Поначалу игрушка вызвала критику своими откровенными формами, но вскоре кукла получила необыкновенную популярность. Кукла Барби стала одним из самых коммерчески успешных проектов в индустрии игрушек. Поблагодарить за такое полезное изобретение, как посудомоечная машина, необходимо американку Жозефину Кокрейн, между прочим, правнучку изобретателя парохода Джона Фитча. Жозефина Кокрейн была богатой дамой, которая часто проводила дома вечеринки. После этих посиделок слугам приходилось чуть ли не полдня мыть посуду, посуда билась и портилась. В итоге Жозефина решила усовершенствовать конструкцию посудомоечной машины на ручном приводе Джоэла Хоутена, разработанной в 1880 году, но не ставшей популярной. Она предусмотрела отдельные отсеки для тарелок, чашек и блюдец. Также в ее машине впервые было предусмотрено мытье посуды под давлением. Нагревала воду под сеткой, а также вращала сетку с посудой турбина парового двигателя. Машины Кокрейн со временем усовершенствовались, а сама Жозефина вошла в мировую историю не только как изобретательница, но стала иконой феминистского движения. Мария Телкис – ученый-новатор, которая работала в отрасли солнечных энергетических технологий. Именно она была одним из создателей термоаккумулирующих солнечных систем. Она разработала первую в мире солнечную систему отопления, которая была использована в Довер-Сан-Хаус. Сегодня солнечные панели встречаются на крышах многих домов и предприятий. Мария Телкис проложила путь для дальнейших исследований и важных изобретений в сфере использования солнечной энергии. Все женщины, о которых мы рассказали в нашем обзоре, опережали свои эпохи. Они шли быстрее времени и потому выходили за рамки предложенного. Расплатой за это было недоверие других, отстранение, агрессия. Имена многих подверглись забвению. Но восхищение и уважение к их труду нашли свое воплощение в сегодняшнем дне.
Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.